Всем добрый день, рада вас видеть на своем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня готовлю вот такой вот очень быстрый в приготовлении яблочный рулет с корицей. Присоединяйтесь. Все готовится очень легко и просто. Я бы сказала, самая простая яблочная выпечка. Для приготовления берем 5-6 яблок, около 1 килограмма. Яблоки нужно помыть, очистить и натереть на терке. Натирать будем сразу на лист, на котором будет рулет выпекаться. Берем стандартный лист от духовки, я его застилаю пекарской бумагой и натираю яблоки. Натертые яблоки нужно распределить равномерным, не слишком толстым, но и не совсем тоненьким слоем. Здесь очень важно такой нюанс. Если у вас яблоки с кислинкой и вы желаете добавить сахар, не перемешивайте эту начинку, а именно вот таким вот образом сверху добавляйте. Как я добавляю корицу, я взяла чайную ложечку корицы и просто через сито притрушу яблоки корицей. Это по вкусу и по желанию. Если не любите, не добавляйте. И добавляю сахар также сверху, буквально 2-3 чайные ложечки сахара. Так как яблоки у меня были с небольшой кислинкой, достаточно сладкие, можно сахар вообще не добавлять. Для теста потребуется 5 яиц. Я отделяю желтки от белков. К белкам добавляю щепотку соли и начинаю взбивать. Когда появится вот такая вот белая пенка, добавляем 10 грамм ванильного сахара и частями всыпаем 150 грамм обычного сахара. Здесь очень простой расчет. На одно яйцо среднего веса 52-54 грамма идет 30 грамм сахара и 30 грамм муки. Если вы знаете этот расчет, можете готовить рулеты самого разного размера. После того, как добавили весь сахар небольшими частями, каждую часть тщательно взбиваем. Посмотрите, должны получиться вот такие вот устойчивые пики. От миксера должны оставаться вот такие четкие следы. Снижаем скорость миксера и добавляем по одному желтку. Таким образом вмешиваем все желтки. Много вопросов может возникнуть еще по поводу, какие яйца использовать, теплые либо холодные. Особой разницы нет. Разница лишь в том, что теплые яйца взбиваются чуть дольше, чем холодные, но сахар растворяется лучше. Поэтому я предпочитаю использовать теплые, те, которые постояли на столе. Но это не особо тут принципиально важно. После того, как смесь готова, добавляем через сито муку 150 грамм. Муку нужно обязательно просеять еще раз, даже если вы ее уже просеивали. Вмешиваем муку осторожными движениями сначала, снизу вверх при помощи венчика, миксером уже не пользуемся. И я предпочитаю такой прием использовать. Ставим венчик перпендикулярно и, считая про себя до 10, резкими уверенными движениями перемешиваем все, чтобы не затягивать процесс. Таким образом у вас смесь не опадает, не садится и нет никаких комочков. Попробуйте, я уверена, вам тоже так понравится. И в самом конце можете добавить 2 столовые ложки растительного масла. Также масло можете заменить горячей водой. На подготовленные яблоки выкладываем сразу же тесто. Не нужно его где-то держать, чтобы оно стояло, чтобы не опало. Тесто, посмотрите, какое шикарное получается, воздушное. Здесь важно распределить равномерным слоем по начинке. Пользуемся сначала лопаткой. Я еще предпочитаю вот такой вот лопаткой для теста пластиковой пользоваться. Очень удобно распределять равномерно тесто, особенно по уголкам. Духовка уже к этому моменту должна быть разогрета на 210 градусов. Отправляем в духовку и выпекаем. Тоже обращу ваше внимание, недолго. Это тоже очень важно. Не передерживайте, не перепекайте тесто. Максимум 12 минут выпекаем. 12-13 минут, не больше. Чтобы тесто позолотилось, но и не пересохло. Я использую чистое полотенце. Можно использовать еще один лист бумаги для выпечки. Сразу же перекладываем готовый рулет на полотенце и легким движением руки, придерживая за края, переворачиваем рулет на полотенце. Я еще хочу зафиксировать нижний край при помощи джема. У меня джем от шиповника, это совсем не обязательно. Можно также использовать, если не будете сахар использовать, яблоки кислые, по всей поверхности распределить тонкий слой джема, тогда советую его подогреть. И сворачиваем рулет. Рулет замечательно сворачивается, не трескается, не ломается. Посмотрите, какое тесто замечательное, эластичное.
влажная. Сам рулет получается на выходе влажный, вкусный, сочный, не сухой абсолютно, очень ароматный. Тут еще важно остывать, кладите в полотенце либо в бумаге для выпечки на решетку, чтобы рулет не отпыхал от поверхности стола. Дайте ему полностью остыть таким вот образом в полотенце. И потом вынимайте на красивое блюдо и зовите своих гостей, либо свою семью к чаю. Посмотрите, какой красивый рулет на разрезе получается и очень вкусный. Украсить можете тоже по своему желанию. Я просто посыпала сахарной пудрой и выложила несколько орешков. Готовьте с удовольствием. Как вы видели, все очень просто и быстро. А на выходе получается очень вкусный яблочный рулет. Такая настоящая осенняя выпечка. Вкусного вам чаепития, вкусных яблочных рулетов. Поддержите меня пальцем вверх, оставьте внизу комментарий, а мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока!